Готовы несколько образцов, есть изменения в конструкции и немного поменялся дизайн, стал чуть более лаконичным и чуть более современным. Первое изменение коснулось опоры, ножки теперь могут складываться, так точилку гораздо удобнее хранить, она занимает меньше места и быстро приводится в рабочее состояние. Каждая ножка, как и раньше, крепится двумя винтами, нужно открутить внутренний винт и немного ослабить внешний. Раму можно повернуть или вообще снять и поставить рядом. Пяточки с пробковыми подпятниками тоже слегка изменились. Теперь вокруг пробковой вставки есть маленький буртик, чтобы в процессе эксплуатации они не съезжали в сторону. Клей, который на них нанесен, не затвердевающий, и с течением времени из-за трения столешницу и вибраций они могут немного сдвигаться, поэтому буртик здесь не просто для красоты. В опоре сделано отверстие для направляющей с держателем абразива, чтобы у него было свое специальное место. Второе отверстие для симметрии, так как расположить по центру не получается из-за штока механизма быстрой настройки угла. В комплекте идет один Г-образный ключ для отвинчивания винтов крепления ножек. Он располагается внутри опоры. Станина из эстетических соображений немного изменила форму, и в ней появилось отверстие для хранения оси направляющей. О ней я расскажу чуть-чуть позже. В штоке механизма быстрой настройки сделан паз, чтобы исключить поворот узла во время вертикальной регулировки. В шарнире на вертикальном подшипнике появилась декоративная крышечка, как на подшипнике сбоку. Небольшие изменения коснулись угломеров. Шестерни теперь изготавливаются из фотополимера. Внешне это практически незаметно. Единственная нижняя крышка второго угломера теперь прозрачная, и можно наблюдать работу редуктора во время поворота руки. Парковка реализована достаточно просто, так как желательно было ограничить нагрузку на шейку крепления основного угломера. Направляющий ложится в специальный паз, а края паза поддерживают абразив. Держатель абразива. Изначально функция заточки в линзу лежала на двухсегментной руке, даже на самом деле на руке лежало целых 3 функции. Заточка ножей со сложной геометрией, о которой я рассказывал в обзоре, заточка в линзу, сегменты в первой версии фиксировались отдельно, можно было зафиксировать один сегмент и, работая другим, получался перепад угла заточки, и заточка на больших камнях с помощью небольшого дополнительного приспособления. Но, когда я все собрал, оказалось, что рука, несмотря на облегчение, обладает слишком большой инерцией, и совершать какие-то мелкие энергичные движения не очень удобно. Плюс раздельная фиксация сегментов была не так удобной для первой функции, и нужно было выбирать. Либо сделать полноценно одну функцию, либо сделать 3, но с вероятностью, что все они будут работать плохо. Поэтому у руки осталась только одна первая функция, а функция заточки в линзу теперь ложится на держатель абразива. Конструкция его изменилась. Направляющая теперь 2, 70 и 25 см. Короткая жестко крепится к дальнему зажиму. Ближний зажим крепится к ней двумя установочными винтами и может переставляться, что обеспечивает возможность использования камней до 20 см в длину. Сужение на обоих зажимах сделано для использования их с узкими камнями. В каждом зажиме появилось 2 отверстия с резьбой М3 для возможности точной подстройки камня при его, например, сильном износе или перекосе. Мне написали о необходимости такой доработки в комментариях. Я, честно говоря, не очень уверен в востребованности такой доработки, но это практически не влияет на стоимость, поэтому почему бы и нет. Основная направляющая все так же из карбона. С одной стороны имеет вклеенный внутрь переходник с резьбой М4 и фиксируется в гнезде дальнего зажима двумя винтами. Для заточки в линзу в боковое отверстие зажима вставляется ось, которая хранится в станине. В нее ввинчивается направляющая и теми же двумя винтами фиксируется под нужным углом. И последнее. Я недавно видел на одной точилке, которая выпускается в Польше, вот такие ограничители. И хочу поддержать этот тренд. Я думаю, что этого вполне достаточно, а самое главное, это безопасно для карбоновой направляющей. Больше пока изменений нет. Надеюсь, что уже совсем скоро точилки будут у своих новых владельцев, и будем ждать обратной связи. Пара слов по поводу производства и заодно стоимости. Периодически появляется в комментариях этот вопрос. У меня нет каких-то своих производственных мощностей или доступа к ним. Все детали делаются под заказ на сторонних производствах, поэтому стоимость деталей полностью формируется из стоимости изготовления этих деталей на этих самых сторонних производствах. В точилке 112 деталей, не считая винтов, подшипников, пружинок и прочих элементов. 112 деталей, которые так или иначе изготавливаются специально для точилки, причем на нескольких разных производствах.
Надеюсь, было интересно. Обязательно пишите комментарии. Скоро будет видео с маленькой точилкой. Там тоже изменения. Всего одно, но интересное. И, кстати, она уже готова. И даже есть несколько штук в наличии. Всего-всего.